Астериус. Так много в последние дни говорят об этом тетрархе светлых эльфов. А ведь неспроста ему уделяется столько внимания. Этот персонаж действительно играет важную роль в сюжете Lineage 2. Сегодня мы подробно рассмотрим истории эльфийских тетрархов, узнаем, в чем отличие эльфов из деревни и Инадрила, раскроем некоторые секреты иерарха Астериуса и ужаснемся от истории несчастной любви эльфийки и человека. А еще узнаем, какую роль сыграл Астериус после пробуждения Шилен. Астериус – один из 12 избранных мировым древом старейшин для правления эльфами от лица последнего эльфийского короля Вальдерана. После разрушительной войны с темными эльфами, разразившейся не без участия таинственного мага Диспариона, обучившего тогда еще бурых эльфов запретной темной магии, в живых осталось только 4 старейшин, называемых тетрархами. Однако на данный момент известны имена лишь 3 из них. Тетрарх Киренос, сын главного призывателя Радиса из Адена, являющийся жрецом, на данный момент находится в Годдарте, где помогает виртуозам и храмовникам Евы. Другой тетрарх, Терестиан, покинул земли Орона в 1200 году и отправился вместе с группой переселенцев на юг, в земли Инадрила, где эльфы стали мирно жить вместе с людьми и даже заводить смешанные браки, которые были невозможны в эльфийской деревне, где господствовали более ортодоксальные взгляды. Очевидно, это является одной из причин конфликта старейшин Инадрила со старейшинами эльфийского леса. К примеру, история Ильвины до сих пор повергает в ужас эльфов Инадрила. Ильвина спасла в эльфийском лесу 13-летнего мальчика Сейна Хантера, будущего лорда Инадрила, и влюбилась в него, когда он повзрослел. Однако за любовь к человеку Ильвина была наказана многолетним сном. Проснувшись спустя 100 лет, она уже не могла встретить возлюбленного и застала лишь только внука Сейна, Лионела Хантера, нынешнего лорда Инадрила. Такая жестокость и недоверие к другим расам обитателей эльфийской деревни очевидно появились не без помощи тетрарха Астериуса, последнего из тетрархов, оставшихся в деревне эльфов. Астериус оградил деревню мощным магическим барьером и изолировал ее на долгие годы от внешнего мира. Однако, за несколько лет до событий, называемых прелюдией, хранители обнаружили, что древо жизни медленно увядает. Ради поиска спасения древа Астериус все-таки согласился окончательно снять барьер и открыться миру. Эльфы убеждены, что увядание древа жизни – это лишь предвестник большой катастрофы. Они стали настойчиво изучать легенду о святой, которая спасет мир от тьмы. Услышав, что в районе Глудио появилась девушка, которую считают святой Атейнхасат, жрец Евы старейшина Иликия отправляется туда, чтобы выяснить, так ли это. Первоначально Иликия был рыцарем, который возглавлял стражей эльфийского леса, но однажды, когда он был призван мировым древом, он передал меч своему брату Альберию и пошел по пути священника. Его недоверие к людям и оркам очень велико, но главное, он категорически ненавидит темных эльфов. И неспроста. Несмотря на перемирие, о котором напоминает нейтральная зона, темные эльфы запретной магией воскрешают умерших от чумы существ, которые отравляют воду, питающую древо жизни. Саму чуму в лес принесли крысолюды, в прошлой войне сражавшиеся на стороне темных эльфов, а сейчас скрывающиеся в руинах подземной крепости. Сейчас у эльфов недостаточно сил, чтобы полностью избавиться от этой угрозы. В отсутствие магического барьера орки Туманных гор во главе со своими воинственными вождями обосновались в эльфийском лесу и постоянно угрожают деревне. Тем не менее, некоторые жители считают, что этот барьер и изоляция сделали эльфов более слабыми и уязвимыми. Даже ходят слухи, что барьер был установлен не столько ради защиты эльфов, а для того, чтобы не допустить Нерупу в деревню. А ведь Астериус действительно не так прост, и даже будучи за границей барьера, в отличие от жителей деревни, не оставался в стороне от жизни за его пределами. Глазами и ушами Астериуса на континенте был следопыт Старис, которому было разрешено покидать барьер. Именно он обнаружил местонахождение Таллинского копья, одного из 4 главных сокровищ эльфов.
Астериус не остался в стороне и от борьбы за обладание печатями, отправив Стариса на поиски реликвий для доступа в Башню Дерзости и став активным участником политических интриг наряду с Ясоном Хейном, Атебальтами, Тифиэлем, Магистром Харн и другими. Как мы помним в предыстории вторых хроник, влюбленная в запечатанного в святилище Шилен Митраэля странник бездны Арии Фестматер в поисках способа снять с него печать проникает в Башню Дерзости. В тексте предыстории она собирает реликвии из священных ковчегов для доступа к Баюму, а опередить ее пытаются самые разные участники тайных обществ, возглавляемые названными ранее персонажами. Участие Астериуса упоминается в 8 главе предыстории. Так, сундук со священным ковчегом по договоренности с Этебальдом Мартиен ночью увозит с кладбища, но на него нападают люди Стариса из общества думающих о лесе. Там же говорится об их связи с высокопоставленной особой из Герана. Речь, очевидно, идет о геранском епископе Франце Абеле. Интересно, что после дружеского разговора Мартиен и Старис, предводитель нападавших, мирно расходятся, после чего последний идет к одной из могил и находит ключ. Глава заканчивается словами «Общество заполучило ключ от ковчега». Несмотря на крайнюю запутанность истории, очевидно, что Астериус как-то связан с Францем, а неожиданный финал подталкивает к мысли, что к ним примыкает и Атебальд, тем самым формируется общество лордов Рассвета, вступивших в борьбу за печати. Из-за жадности людей 4 из 7 печатей были вскрыты, и Шилен, скованная во тьме, вновь открыла глаза. Вскоре сотворилась черная луна, которая полностью закрыла солнце, и воцарилась тьма. Кровавый дождь, пролившийся на Эльмараден, отравил немало живых созданий. Повлиял он и на древо жизни. Чтобы спасти его, старейшина эльфов Астериус взялся за изучение записей гигантов о создании мира. Во время исследований он обнаружил древнюю рукопись, в которой упоминался Магмельт. В этом измерении, запечатанном от всего мира, богиня света Эйнхасад собрала прекраснейшие вещи Эльмарадена. Помимо прочего, она поместила в Магмельт небесный луч, который способен очистить от любой тьмы. Астериус понял, что с помощью этого луча можно предотвратить гибель древа жизни, но в рукописи не было ни слова о том, как попасть в Магмельт. Ответ пришел во сне. Астериус увидел дорогу, ведущую в другое измерение. Теперь ему оставалось лишь найти таинственную дверь, преграждающую путь. Шанс был ничтожным, но выбирать эльфу не приходилось. Если погибнет древо жизни, весь Эльмараден отправится в небытие. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также вы можете помочь каналу через Donation Alert, спонсорство на YouTube и Boosty. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем ролике.